Ты слушаешь Радио Мария. «30 января. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Сирена Цева Адом 29 января звучала в Кирьят-Шмона вдоль границы Израиля с Ливаном. Военные заявляют, что несколько ракет пересекли территорию Израиля. Военнослужащие добавили, что поразили источники огня. В армии обороны Израиля подтвердили, что уничтожили ряд объектов террористической инфраструктуры, принадлежащей Хизбалле, а также наблюдательный пост группировки. Главные новости Израиля. Неспокойно вчера было и в центре страны. Из сектора Газа в сторону центра Израиля было выпущено по меньшей мере 10 ракет. Сирены сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах, включая Ришон-ле-Цион, Холон и Бат-Ям. В службе скорой помощи Маген-Давид-Адом сообщили, что пострадавших не было. В Ришон-ле-Ционе на автомобиль упали фрагменты перехвата. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорит, что стороны ближе, чем когда-либо, к новой сделке по заложникам. Цитирую. «Нам предстоит еще много решить в дипломатии, но мы надеемся в ближайшем будущем довести это дело до финиша». Кирби добавляет, что соглашение предусматривает не постоянное прекращение огня, а его длительную остановку. Это будет более длительная гуманитарная пауза, чем мы видели в прошлый раз, более длительная временная пауза в боевых действиях. Кирби отрицает, что США теряют доверие и терпение в ведении Израилем войны, заявляя, цитирую, «Мы по-прежнему твердо поддерживаем наших израильских партнеров в их праве и ответственности преследовать Хамас, который представляет собой реальную угрозу для Израиля. И поэтому поддержка, которую мы оказываем Израилю, будет продолжаться», заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Рамки прекращения боевых действий в секторе Газа и освобождения заложников должны быть переданы Хамасу. Об этом заявил премьер-министр Катара после встречи с официальными лицами США, Израиля и Египта. Сообщается, что в ходе переговоров на этой неделе был достигнут прогресс, и стороны надеются передать это предложение террористам Хамас. Канцелярия премьер-министра Катара добавляет, что перед переговорами со стороны Хамас было четкое требование о постоянном прекращении огня. Главные новости Израиля. В то же время канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу выступила с заявлением, в котором не отрицает, что Израиль согласился на условия освобождения заложников, но при этом говорится, что сообщения о сделке не соответствуют действительности и включают условия, которые неприемлемы для Израиля. Еще раз напомню, что по сделке по освобождению заложников 2 дня назад появилась информация, якобы Израиль рассматривает прекращение огня на 2 месяца в обмен на заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Параллельно из израильских тюрем выйдут сотни, если не тысячи террористов. Согласно отчету, за каждого израильского гражданина, отправленного домой, будут освобождены до 250 палестинских заключенных. Эту информацию канцелярия премьер-министра прокомментировала. «Мы продолжаем до полной победы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу понимает, что условия Хамас неприемлемы нашей стране. И фактически, если согласиться на постоянное прекращение огня, как того требуют террористы, это будет означать, что солдаты потеряли свои жизни в Газе просто так, и в будущем нас ждут новые нападения.
И только что появилась информация, что руководители Моссада и Шабак сообщили своим катарским, египетским и американским собеседникам, что Израиль готов проявлять гибкость в отношении продолжительности прекращения огня, количества освобожденных заключенных из израильских тюрем, а также объема выпускаемой гуманитарной помощи. При этом в сообщении добавляется, что Израиль не будет при любых обстоятельствах соглашаться прекращать войну. Семьи похищенных заявили, что не могут согласиться ни на какую сделку, которая бы разделяла похищенных на группы. Также семьи выступают против сделки, которая включает освобождение террористов из израильских тюрем, как это было в сделке солдата Гилада Шалита, которого в 2011 году обменяли на 1000 террористов, одним из которых был лидер Хамаса в Газе Яхья Синвар. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил резервистам на границе с сектором Газа, что их товарищи на северной границе Израиля скоро, цитирую, «вступят в бой». Галлант говорит военным, расположенным вблизи границы с сектором Газа, что пока они сражаются с Хамасом в секторе, другие перебрасываются к границе с Ливаном, цитирую, «Они очень скоро вступят в бой, поэтому силы на севере будут усилены». Галлант добавляет, что резервисты будут постепенно освобождаться, чтобы подготовиться к будущим операциям. О каком бое Галлант говорит на севере, не сообщается, но напомню, что ранее министр обороны заявлял, что если Хизбаллу в Ливане не удастся оттеснить от границ дипломатическим путем, Израиль сделает это военной силой. После обвинений в том, что некоторые сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ участвовали в резне, устроенной Хамасом 7 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу назвал агентство ООН по оказанию помощи, цитирую, «пронизанным Хамасом». Мы обнаружили, что 13 сотрудников агентства ООН действительно участвовали прямо или косвенно в резне 7 октября. В школах под руководством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам преподавали доктрины уничтожения Израиля, доктрины терроризма, восхваляющие терроризм, прославляющие его, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Главные новости Израиля. В то же время генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш встретился с главой отдела внутренних расследований ООН, чтобы гарантировать, что расследование обвинений, которые Израиль выдвинул сотрудникам палестинского агентства ООН по оказанию помощи Палестине, будут проводиться быстро и максимально эффективно. Еще раз напомню, что Израиль обвиняет сотрудников палестинского агентства ООН по оказанию помощи Палестине в работе на Хамас. И в продолжение темы, по сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую разведку, предоставленную США, утверждается, что по меньшей мере 1200 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев являются членами террористических группировок Хамас и Исламский джихад. Эта цифра составляет около 10% персонала организации в секторе Газа. Согласно отчету, несколько преподавателей агентства были причастны к планированию нападений. Один сотрудник агентства ООН даже похитил тело солдата. США заявили, что в нападении на Израиль 7 октября участвовали 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Главные новости Израиля. Ну а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам жалуется, что не сможет продолжать свою важную работу в секторе Газа, если их финансирование не будет восстановлено. Напомню, что после скандала ряд стран, в том числе США, Германия и Великобритания, приостановили финансирование агентства. Далее к другим событиям.
Полиция Израиля утверждает, что подозреваемый в нападении на солдата вчера в Хайфе является гражданином Израиля 1996 года рождения, он из Северного округа. Молодой человек имеет судимость за незаконную перевозку людей на территорию Израиля, предположительно палестинцев, говорится в заявлении полиции. Раненый в результате нападения солдат сейчас находится в состоянии средней степени тяжести в больнице. Напомню, что вчера днем 29 января в Хайфе солдат армии обороны Израиля серьезно пострадал в результате тарана автомобиля. Нападавший был нейтрализован. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать радио Нария очень просто. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите свой комментарий. Не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Также напомню, что на нашу радиостанцию совершается атака недоброжелателей. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал «Радио Нария». Если на этот канал будут наложены ограничения или же мы не сможем выйти в эфир, эфиры начнут выходить на резервном канале. Подпишитесь на него прямо сейчас. Ссылка на резервный канал в первом закрепленном комментарии под этим видео. Спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем. Эли Коэн, министр энергетики Израиля, приехал вчера, 29 января, навестить семью Седрика Грина, о котором мы рассказывали во вчерашнем выпуске. Напомню, что Седрик Грин пал в результате серьезного инцидента на юге сектора Газа, когда обрушилось здание. Эли Коэн сказал: «Седрик настоял на службе в армии. Он был отличным солдатом и храбрым воином. Прежде чем отправиться воевать в Газу, он сказал своей матери: «Если со мной что-то случится, знай, что это то, чего я хотел – сражаться за эту страну». Седрик сражался и за свою родную мать, которая только после его гибели, через 22 года от рождения сына, смогла получить гражданство Израиля. Детали этой истории смотрите в выпуске под номером 551. Главные новости Израиля. По словам военных армии обороны Израиля, они обнаружили новый подземный туннель террористов Хамас. Он находится под кладбищем в центре Хан-Юниса. В туннеле также были ликвидированы несколько террористов. В шахте был найден офис, который 7 октября использовал командир восточного батальона Хамаса бригады Хан-Юнис для руководства его деятельностью. По данным ЦАЛЯ, позже туннель был разрушен. После протестов против правительства Израиля, которые прошли в центре страны в прошлую субботу, и когда правоохранители разогнали протестующих, появилось интересное заявление лидера оппозиции Яира Лапида. Лапид призывает комиссара полиции Израиля Коби Шабтая предотвратить ненужное применение силы против антиправительственных протестующих, цитирую: «Демонстрации протеста, которые возвращаются на площади, это протест патриотов и патриотизма от всего сердца. Я осознаю, какое давление на вас оказывается, и несмотря на это, а возможно благодаря этому, вы должны поручить своим подчиненным уважать граждан и демократический протест», пишет Лапид комиссару полиции. Еще раз напомню, что в прошлую субботу полиция арестовала нескольких человек, которые перекрывали дорогу во время антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве. И только что появилась информация. Террористы Хамас заявили, что отвергают новую структуру сделки по освобождению заложников, на которую согласился ранее Израиль. Террористы заявили, что не примут никакого соглашения, которое бы не включало прекращение войны и вывод всех израильских войск из сектора Газа. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу приехал в дом к родителям солдата Ахмеда Абу-Латифа, павшего в секторе Газа. Абу-Латиф погиб в результате трагических событий в секторе Газа, когда сдетонировал грузовик.
Премьер-министр услышал от членов семьи об уникальном характере и героизме покойного Ахмеда. Его отец рассказал премьер-министру, что сын всегда принимал солдат у себя дома и говорил им: «Это ваш дом, это ваша родина». Покойный Ахмед верил в единство народа и общую судьбу, и что нынешняя война еще больше показала, что мы все вместе в этой битве. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу сказал членам семьи: «Я хочу вам сказать, что это действительно отражает что-то очень глубокое. Мы знаем, что мы боремся за наш дом для всех нас. Но солдаты пали. Ахмед пал в бою за наш дом и нашей жизни. Я оплакиваю эту утрату вместе с вами. Я знаю, что такое потерять родных. Наше единство должно быть выражено сейчас с гораздо большей силой. Огромный вклад в наше единство вносят такие герои, как Ахмед, потому что это затрагивает всю общественность, это затрагивает каждого. Хочу поблагодарить вас и маму, она переживает большое горе», – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи!